Что вы знаете о мексиканских картелях? Эти два слова вызывают у многих ассоциации с наркотиками и насилием. Но что стоит за ними на самом деле? Меня зовут Нокс, и сегодня мы отправимся в Мексику, Чтобы рассмотреть 10 шокирующих случаев столкновений с картелями. Реальные истории, которые происходят прямо сейчас. На улицах, в аэропортах, на границах. А в конце вы узнаете, почему картели действуют как настоящие армии, откуда у них есть ресурсы, оружие и связи по всему миру. Засада на полицию в Мичоакане. Первый случай произошел в Мичоакане. Полицейский патруль ехал по маршруту, когда вдруг со всех сторон началась стрельба. Это была засада, подготовленная одним из самых жестоких картелей в регионе – картель Халиско нового поколения. Это типичная тактика картелей. Они выбирают отдаленные и труднодоступные места, где могут нанести максимальный урон. В этом случае полиция даже не успела понять, что происходит, как на них уже начали обрушиваться пули. Почему это происходит? Потому что полицейские – это первые, кто становится на пути картелей. Однако проблема в том, что у полиции часто недостаточно ресурсов, чтобы противостоять настолько организованным и вооруженным группировкам. У картелей арсеналы, сопоставимые с армейскими, а в их рядах часто находятся бывшие военные. Коррупция и страх за собственные жизни приводят к тому, что многие полицейские просто закрывают глаза на деятельность картелей. Картель Халиско нового поколения – один из самых жестоких и влиятельных в Мексике. Они не стесняются открыто нападать на представителей власти, чтобы показать свою силу и предупредить других. Не вмешивайтесь в их дела. Но иногда картели идут еще дальше. Они нападают на стратегические объекты, такие как аэропорты. Захват аэропорта в Кульякане. В 2019 году мир был шокирован событиями в Кульякане, столице штата Синалоа. После ареста Овидио Гусмана, сына знаменитого наркобарона Эль Чапо, картель Синалоа устроил настоящий хаос. Вооруженные боевики атаковали стратегически важные объекты города, чтобы освободить своего лидера. И одним из таких объектов стал международный аэропорт. Они перекрыли дороги, захватили блокпосты и даже открыли огонь по самолетам, стоявшим на взлетной полосе. Стрельба продолжалась часами. Пассажиры, ожидающие своих рейсов, вынуждены были укрываться от пуль, а некоторые рейсы были отменены. Это не просто атака на аэропорт. Это демонстрация того, насколько далеко могут зайти картели, если им что-то нужно. В этот день власти вынуждены были отступить. Овидио был освобожден, а картель Синала снова продемонстрировал свою мощь. Контроль над логистикой – ключевая часть бизнеса картелей. И контроль над границей – это их главный приоритет. Контрабанда на границе с США. Граница между Мексикой и США – это эпицентр нарковойны. Здесь, на этих пустынных дорогах, проходят миллионы долларов в виде наркотиков, оружия и людей. Но это не только борьба за контрабанду. Это война за контроль. Война за границу – это не просто битва на суше. Контрабандисты используют подземные туннели, дроны и даже подводные лодки для транспортировки своего товара. Они оборудуют специальные бронированные машины и используют шпионские технологии, чтобы обойти пограничников. Но несмотря на все усилия правительств, поток наркотиков и оружия продолжает расти. Каждый год через мексиканско-американскую границу проходит около 90% кокаина, который поступает в США. Это миллиарды долларов, и картели сделают все возможное, чтобы сохранить контроль над этими потоками. но, как мы увидим далее, битвы картелей происходят не только на границе. Даже местные фермеры и общины становятся заложниками этой войны. Война за авокадо. Авокадо. Неожиданно, да? Этот продукт стал настоящим зеленым золотом для мексиканских фермеров. Но картели видят в нем не просто фрукты, а огромные деньги. Они захватывают контроль над производством авокадо, требуя налог с фермеров. Авокадо – это многомиллиардная индустрия. Только представьте, что каждый ваш авокадо на тосте или в гуакамоле может быть результатом налога,
который фермеры платят картелям, чтобы их не убили. Картели приходят на плантации, угрожают оружием и требуют долю от продажи. Это стало настолько серьезной проблемой, что многие фермеры вынуждены прибегать к самозащите, создавая собственные вооруженные группы для охраны своих угодий. В некоторых районах это привело к настоящим столкновениям между фермерами и боевиками картелей. И все это происходит не только из-за наркотиков. Картели уже вовлечены в контроль за сельскохозяйственными продуктами и ресурсами, которые приносят прибыль. Но как картели получают свое оружие? Почему они так хорошо вооружены? Этот вопрос открывает еще одну темную главу истории мексиканских наркокартелей. Арсеналы картелей, контрабанда оружия. Вы, наверное, заметили, что картели вооружены не хуже армий, а в некоторых случаях даже лучше. Но как они получают свое оружие? Источник находится буквально за углом, в Соединенных Штатах. Каждый год через мексиканско-американскую границу нелегально переправляют тысячи единиц огнестрельного оружия. Все, от обычных пистолетов до автоматов и даже гранатометов, попадает в руки картелей. Согласно статистике, около 70% всего оружия, конфискованного у картелей, было произведено в США. Этот процесс настолько налажен, что картели даже закупают оружие легально через подставные компании и лиц, после чего нелегально переправляют его в Мексику. В обмен картели отправляют наркотики обратно в США. Это двусторонняя схема, которая уже многие годы остается почти неконтролируемой. Почему это происходит? В США законодательство относительно оружия значительно мягче, чем в Мексике. Картели пользуются этой возможностью, закупая оружие в штатах с наиболее либеральными законами, таких как Техас или Аризона. А дальше уже с помощью коррупции и криминальных сетей это оружие попадает в Мексику. Нападение картеля на отряд Национальной гвардии в Сакатекасе. А теперь представьте себя на месте солдат Национальной гвардии Мексики. Вы едете по пустынной дороге в штате Сакатекас. Обычный патруль. Как вдруг дорогу перекрывают машины, и со всех сторон начинается шквал огня. Это не просто бандиты с пистолетами. Это тяжеловооруженные бойцы одного из самых опасных картелей, вооруженные автоматами и гранатометами. В этом эпизоде, который попал на камеры в этом году, отряд Национальной гвардии был застигнут врасплох. Боевики окружили их, устроив масштабную засаду. В течение нескольких минут ситуация превратилась в ожесточенную перестрелку, где каждый патрон мог быть последним. Этот случай еще раз показывает, что картели Мексики — это не просто криминальные группировки, это настоящие боевые силы, готовые уничтожить любого, кто встанет у них на пути. Но что делать, когда перед тобой не просто преступники, а профессиональные бойцы с тяжелым вооружением? Обычные патрули и солдаты часто оказываются в ловушках, из которых нет выхода. Однако насилие картелей не ограничивается лишь столкновениями с военными. Они используют похищения и массовые убийства как инструменты устрашения, и это становится частью их повседневной практики. С каждым новым столкновением возрастает ощущение, что картели действуют безнаказанно, но это лишь вершина айсберга. В то время как эти вооруженные столкновения продолжаются, картели применяют еще более ужасные тактики – похищения и массовые убийства. Как они превращают страх в свое оружие? Давайте рассмотрим, как эта стратегия террора формирует реальность для жителей Мексики и угрожает целым общинам. Похищение и массовые убийства. Мексиканские картели известны не только своим бизнесом с наркотиками. Похищения и массовые убийства – это часть их стратегии террора. Только за последние 10 лет в Мексике исчезли десятки тысяч человек. Большинство из них – жертвы картелей. Похищения используются картелями как инструмент устрашения. Они похищают не только тех, кто им мешает, но и тех, кто просто случайно оказался не в том месте в не то время. Одним из самых громких случаев стало массовое похищение студентов в Аютсинапе в 2014 году. Это был шокирующий случай. 43 студента педагогического колледжа были похищены и убиты, когда ехали на автобусе через территорию, контролируемую картелем. Расследование этого дела до сих пор не завершено, и многие детали остаются скрытыми. Этот случай стал символом того, насколько глубока проблема коррупции и связей между картелями и властями. Появление новых картелей. Старые картели, такие как Синала и Халиско,
продолжают доминировать на черном рынке наркотиков. Однако все чаще на сцене появляются новые игроки – молодые, амбициозные и гораздо более технологически продвинутые. Эти новые группировки используют передовые технологии для ведения своей преступной деятельности. Дроны служат для разведки зашифрованной системы связи, для координации операций, а криптовалюты – для финансовых расчетов, что делает их действия более скрытными и труднодоступными для правоохранительных органов. Эти картели не только быстрее адаптируются к новым условиям, но и внедряют новые методы ведения бизнеса. Однако, несмотря на все технические новшества, одно остается неизменным – их жестокость. Эти группировки безжалостны и используют насилие в качестве основного инструмента для достижения своих целей. Международные связи. Теперь мы подошли к самой важной части истории. Мексиканские картели – это не просто локальная проблема, а глобальная угроза, затрагивающая экономику, политику и безопасность по всему миру. Их влияние распространяется на все континенты, начиная с Северной Америки и заканчивая Африкой и Азией. Эти картели налаживают связи с мафиями Европы, Азии, Африки и даже Австралии. Кокаин, произведенный в Латинской Америке, находит рынок сбыта в Европе, метамфетамин – в Азии, а оружие, контрабандируемое через картели, попадает в руки боевиков по всему миру. Это транснациональная преступная сеть, которую сложно разрушить. Несмотря на регулярные аресты и конфискации, эта система продолжает работать как хорошо отлаженный механизм. Каждый раз, когда мы слышим о крупной операции по поимке преступников, это лишь маленькая победа в глобальной войне с картелями. За каждым громким арестом скрывается гораздо большая сеть, которая продолжает свою деятельность. Противостояние с журналистами. Журналистика в Мексике стала настоящей мишенью для картелей. Это одна из самых опасных стран для тех, кто занимается независимыми расследованиями. В основном это связано с тем, что журналисты раскрывают факты, которые криминальные группировки пытаются скрыть. Незаконные операции, политические связи и коррумпированные схемы. Каждый журналист, пытающийся разоблачить деятельность картелей, рискует жизнью, поскольку эти криминальные организации считают прессу прямой угрозой своим операциям. Случай Роберто Тавареса – лишь один из множества подобных трагедий. Таварес был известен своими острыми публикациями, где он разоблачал коррупционные схемы, связанные с новыми игроками на рынке наркоторговли. Несмотря на многочисленные угрозы, он продолжал свою работу. Однако однажды его машину обнаружили обстрелянной на пустынной дороге в штате Чиуауа. Картели всегда стремятся подавить независимые расследования, чтобы сохранить свои операции в тайне. Важно понимать, что в таких регионах власть и картели часто находятся в симбиотических отношениях, а журналисты – единственные, кто пытается раскрыть эту связь. Систематическое запугивание и убийство журналистов стали обычной тактикой картелей, чтобы не допустить огласки их деятельности. В заключение можно сказать, что мексиканские картели – это не просто криминальные группировки, а мощные и сложные структуры, которые работают на глобальном уровне. Каждая их операция – это тщательно продуманный шаг в глобальной войне за влияние и контроль. Кстати, если вам нужна работа, вы умеете писать сценарии, владеете навыками монтажа или озвучки, то у вас есть возможность попасть в нашу команду. Пишите в наш Telegram-бот, ссылка в описании.